Кому они это снимают? Люди в игру играют, они хотят видеть ТТХ, они хотят видеть там, чем танк может зацепить. А, лоб башни, ну... Ты можешь получить больше. Больше премиум танков. Больше призов. Намного больше призов. Подключай тариф игровой. Играй комфортнее и получай больше. Так, легенда об охотнике. Смотр, да? Это как в кино звук видели. Я, короче, хочу, знаете, что сказать? Вот это видите? Ну, я не знаю, чуваки, без рофлов, я не знаю, как вам, но это ж кринж полный, типа. Я вот это говорю, убил, например, 3D-стиль. Вот какие они офигенские 3D-стили делали. И что они сейчас делают? Они могли бы какой-нибудь, грубо говоря, историчный, ну, в кавычках историчный сделать, который вот реально ты на танк садишься, и ты понимаешь, что это танк, а не вот эта шляпа. Вот на Чифе на том же, на 274А на том же. Причем, посмотрите, там на Чифе, на 204А, на вот подобных танках, там, по-моему, одна команда делала. Адекватная. Они сейчас каких-то взяли, походу, из МО-РПГ, что ли, команду новую рисовальщик. Посмотрите на этот трэш. Почему у нас в игре про танки, которая, да, аркадная, все дела, ну, типа, хотя бы стиле, они какой-то навевали вот этой вот историчностью псевдозной, типа, интересно было как-то, согласитесь. Ну, типа, как-то ты садишься на танк, и ты как бы чувствуешь, что ты на танке играешь, а не на вот этой шняге. Я просто вот это вижу, ну, типа, мы что, в фэнтезию играем в какую-то или что? Ну, а к чему это все? К чему есть баллиста? Причем это не историчные баллисты, это какие-то из каких-то там ММО-РПГ, как будто взято про орков там условно. Ну, что это за бред? Так, мне там написали видео ВГ на 1.39 интересный стиль на 97. Сейчас чекнем все. Не, я просто это реально бред какой-то. Ладно, смотрим киношку. Меня зовут Пьер Альтпрота. Не стыдно. Меня зовут Еще раз Пьер скажи. Альтпрота. Еще раз скажи, очень интересно. Когда-то давно я был охотником на монстров. Круто. А мы в фэнтези, да, играем, получается, или что? Это кино, это трейлер фильма нового. По приказу короля Февия V я Вот если бы на ФВХ вот такой стиль бы сделали, это реально круто на самом деле. Вот такой стиль, он реально прикольный. А я отвечаю, не рано или поздно это сделают, понимаете? Вот, смотрите. Это же нарисован, ну то есть это спокойно, да, я понимаю, что это видос, но это же накладывается спокойно на ФВХ такой стиль, его за 2 счета выпустить. Я же вам отвечаю, они это выпустят, эти ослы это выпустят, я вам отвечаю. Я отвечаю. С самыми опасными чудовищами. Король псевдочины ФВ, так точно. Бок о бок с величайшими Так, воинами. Рога едет, Центурионская. Мечтал быть как они. Это, конечно, спецэффекты. Я выбирал еще одно задание. Так, а вот это что такое, подожди. Вместо того, А, это Ксор ЛТХ? действительно важно. Ля Секира. Я не знаю, я вам отвечаю, мне кажется, в какой-то момент они сделают вот эту стилистику из этого видоса под какую-то хрень фэнтезийную, и вот эту хрень сделают в 3D-стиле, я вам отвечаю. Они в какой-то момент это все выкатят. Они же не просто так это для видоса нарисовали, потому что это видно, что это именно дикая, ну, это 3D-стиль именно видно, это не нарисовано, это именно 3D-стиль на модельке. Они это не просто так сделали все. Но это бред смотрится. Это бред смотрится, такой стиль. Куда больше. Чудовище. У меня сейчас Я мурашки раньше не будут от видел. такого Опасное, трейлера нестыдного. ненасытное. Это, я говорю, вот, вы понимаете, это неспроста. Я отвечаю, они это, короче, не дай бог, эти твари, вот это дерьмо выкатят в эти самые, в коробки, не дай бог. У них в коробках всегда одни из самых классных стилей были каждый год. Они именно исторические были, такие, ну, в условностях. Исторически имеется в виду, что это выглядит как настоящий танк, который там в обвесах таких, который может, грубо говоря, на войну ехать, да, в таком обвесе, ну, воевать, типа. Ну, типа, как настоящий смотрится. Не дай бог они вот эту шляпу выкатят в коробке, условно говоря. Хотя на 97 вряд ли. Но, мне кажется, вот эти все стили фэнтезийные, которые в этом видосе фигурируют, это же стили, это же не просто нарисовали для видоса. Они из игры какую-то... Я говорю, им одуматься надо. Вы просто вспомните, полистайте у себя 3D-стили на танках, на старых, офигенские. Какие они все атмосферные. И посмотрите, какой трешак они сейчас рисуют. Вот Кара возьмем с холодильником этим. К чему он там вообще? Возьмем последний... Вспомните первый Battle Pass? Супер коня, да, он там мало у него декалей был. Там была какая-то сетка, это все как-то выглядит как настоящий. 277 вспомните. Вспомните Е5, вспомните ТВП-ху, вспомните еще другие танки, какие они классные были. Посмотрите, что в последнем Battle Pass делается, чуваки. В последнем Battle Pass какую дичь завезли.
Просто какую... Я говорю, там команда по рисовке стилей сменилась, я уверен на 100%. И они начали такую трешанину рисовать. Их, по-моему, из какой-то фэнтези взяли. Глава 3. Боже, это такой трэш, походу, будет. Я понял, это, по-моему, трешанина какая-то будет. Король Псевдочи, ребят. Здравствуй, Пьер. С соратниками, с охраной. Давненько не виделись. Ребята, это Король Псевдочи с Ваше охраной. Величество, Как живется На на М4 пенсии? нет, говно стиль, Я ты че слышал, ты угораешь? заделался кузнецом. Фэви, Ребят, наши сказку с тобой смотрим. пути давно разошлись. Это сказка. Зачем я здесь? Не, ну это трешанина, вот этот видос, на самом деле. У Прям меня не было трешанина. другого выбора, кроме как изгнать его. Он обещал отомстить мне. Почему я так И теперь у смешно? него Кстати, появилась кстати, вот это возможность. прикольно. Хотя... Его отряды рыщут по нашим землям в поиске великой реликвии баланса. И если он ее заполучит, боюсь, его месть воплотится в жизнь. Все знают, что баланса нет. Я в это не верю. Неважно, веришь ты или нет. Главное, Я за этот стиль вам готов отдать 1000, не знаю, миллионы. Посмотрите, ребят, королевский чиф приехал. Боже, что они на твой... Посмотрите, это ж... У него здесь сабелька, у него есть розочка, у него есть какой-то плащик. У него 2 отметки. Это мой стиль, это на 2 отметки, это мое. Пожизненный стиль на 2... Боже, это 3 на чифе. Блин, а чё они делают? Пьер, Это ж познакомься. трэш. Чифа Леди притащили в Чифтон, видео. мой придворный врачеватель. Боже, по преданию, леди реликвия Чифты. это древний артефакт, Леди Ангел, способный ёп. восстановить баланс чего угодно. Чифтейновна. Для Хэша только месть восстановит справедливый баланс. И лишь Какую одна трешанину вера они в это делают. заставит его напасть. Короли вечно воюют. Меня не получить. А у Что это тебя за- я не извилин хочу это дерьмо меньше, чем смотреть. шипов на броне. Чуваки, идите вы... Я-то эту трешанину смотреть не буду. Идите вы с вот этим видосом в одно место. Я вот эту трешанину 14 минут смотреть не буду. Вот этот трэш, ребят, я 14 минут смотреть не буду. Я понимаю, там ТТХахи вылезли бы, вот это все. Вот это... Кому они это снимают? Люди в игру играют, они хотят видеть ТТХ, они хотят видеть там, чем танк может зацепить. Посмотреть, какие задачи в этих марафоне будут. Люди не хотят смотреть этот трэш. Кому они это снимают? Люди знаете, что хотят смотреть? Я вам покажу, что люди хотят смотреть. Люди хотят вот это смотреть. Вот зайти вот сюда, зайти вот сюда. Вот сюда вот зайти. И посмотреть на танк они хотят, а не вот это видео бестолковое. Вот что люди хотят посмотреть. Смотр, да, значит, смотр, да? Давайте сразу по броне, короче, пройдемся изначально по броне. Ну, понятно, что если не будет. Это СТ, кстати, снайперский, самое смешное. Но у него не будет модернизации нормальных, потому что они все справа находятся, на 8-ках правой модернизации заблокированы. Ну, дефолтный разбор в ромбе. Брони нету. Брони нету. Брони нету, от борта брони нету. Смотр лоб, башня. Кстати, -1 с углов, это офигенски. Лоб, башня. Ну, кстати... В принципе, с от углов выезжать, в принципе. Какие-то рандомы он будет ловить. Ну, в топе, по крайней мере, он будет рандомы ловить какие-то. Ну, командирка большая, конечно, 100 миллиметров. Еще какая-то крышка непонятная. Да, здесь еще какая-то крышка непонятная. Но рандомы он будет, короче, ловить, честно говоря, по идее. Так, а что у него, кстати говоря, если его собрать в принципе? 2.4 сводка 300, но это в стоке, это все понятно. Допустим, вот просто дефолты возьмем, там пару раз протыкаем что-то. Сейчас мы быстренько его расставим, посмотрим, что у него интересного может быть, в принципе, и что у него с ДПМом будет. Ну, розу сейчас поставим, какую-нибудь розу. Там, досылатель обязательно. Стабушечку, ну, дефолт, чисто дефолт для смотра. Какой-нибудь дефолтик соберем. Ну и вентиляшку, например, условно говоря, да. Кстати, ХП ни хрена у него нет. Кстати, самое смешное, он относится к СТ снайперским, и у него в дефолте ХП больше, чем у 274-го, который там СТ универсальный или штурмовой, или что-то такое. Прикольно, прикольно. Так, что у нас есть без модернизации? 7,6 КД при 300 альфы. ДПМ 2365. Точность более-менее для СТ-8. Сводка для 300 альфы, ну... Это лучше, чем у 274, конечно, но... Ну, сойдет, в принципе. Так, что будет, если модернизацию открыть?
3 мощность двигателя. Это, кстати, неплохо. Вот эта мощность двигателя у девочка никогда плохо не будет. Кстати, у него максималка 65 и 23 назад. Ну, по скорости у него офигенно все, что вперед, что назад. Поворотливость тоже нормальная. Я говорю, минус 11 углов, плюс броня, которая во лбу может восьмерки периодически танкануть там рандомно. В принципе, неплохо. КД, конечно, такой себе, ДПМчик. У 274А быстрее КД при 320 альфы. Ну, там пушка косая. Здесь стаба непонятно, что из себя представляет. Вот, короче, понятно все по этому танку. Плюс-минус соснулый будет. Ничего геймплея интересного не будет. Никаких барабанов до зарядок нет, подвесок, ничего нету. Просто обычный цикличный танчик, у которого иногда рикошеты будут, облоб башни и минус 11 углов из преимуществ. Все. Ничего интересного. Обычный развод крестьян на деньги и на марафон. Чтобы онлайн искусственный создать. И тем самым. Короче, все понятно. Вот этот видос от ВГС смотреть не буду, это высер. Я не знаю, его 14 минут смотреть, это нервов и сил не хватит на это видео.